Всем привет, меня зовут Макс, мы продолжаем рубрику «Годный Китай», и сегодня я покажу вам клавиатуру без цифрового блока на переключателях Cherry MX Black. Она с низкопрофильными клавишами, вернее среднего профиля, они чуть-чуть меньше, чем обычные высокие клавиши, и называется эта клавиатура Cherry MX Board 1.0. Да-да, вы не ослышались, клавиатура называется Cherry, потому что Cherry выпускает свои собственные клавиатуры. Она это делает не в каких-то космических масштабах, как это делают, например, HyperX или там Razer. Тем не менее, эти клавиатуры существуют, их можно купить на сайте JD.ru или где-то еще, я, честно говоря, не знаю других сайтов. Можете посмотреть, поискать, если вам интересно, но я оставлю ссылки в описании, так что искать, в принципе, ничего не нужно. Если вы уже достаточно взрослый и не хотите пиратить, а собираетесь покупать игры, то предлагаю вам покупать их со скидкой, потому что зачем платить больше? В магазине GameStore.ru, который является спонсором сегодняшнего видео, все игры со скидками. Все абсолютно. Нет ни одной игры, у которой не было бы скидки. Например, в моем любимом разделе Action заходим и смотрим. PlayerUnknown's Battlegrounds скидка 15%, последний Far Cry скидка 30%, Rainbow Six Siege $11, скидка 60%, Metro 2033 плюс Last Light $3. Две игры, это офигенные игрушки. И здесь очень много всего того, что вы можете найти себе по вкусу и купить, конечно же, со скидкой. Рекомендую. Клавиатура стоит около $100, у меня вообще без подсветки. Когда я ее заказывал, она стоила намного меньше почему-то, наверное, на JD.ru была акция, но там постоянно какие-то акции, неважно. В общем, сейчас цена примерно $100 на этом сайте. И если вы хотите такую же клавиатуру, но с RGB подсветкой, такие клавиатуры есть, то вам придется отдать около $130 за нее. Тем не менее, не спешите расстраиваться, клавиатура действительно очень классная и качественная. Во-первых, она совсем небольшая, смотрите, она занимает очень мало места на столе, именно поэтому я пользуюсь ей сейчас, где-то уже месяц она у меня. Смотрите, я могу ее вот так расположить, у меня огромное количество не времени, а места для того, чтобы я мог двигать рукой, да, она мне абсолютно не мешает, и мышка в нее не упирается при каких-то быстрых фликах и так далее, поэтому форм-фактор для меня очень удобный. Еще мне нравится дизайн, потому что клавиатура супер простая, да, но вот есть в ней что-то такое, что прям цепляет. Это, наверное, вот такие рубленые углы, то есть вы можете видеть, что вот здесь вот так вот обрублено, края обрубленные, какая-то она такая немножечко напоминает ранний Razer, да. Плюс сочетание цветов, серый плюс черный, очень-очень интересно смотрится. Казалось бы, все так просто, но очень интересно. Еще одна особенность, которая выделяет эту клавиатуру в плане внешнего вида, это то, что она не скелетон, то есть вы не видите свечей, да, это более классический вариант. Вот она крышка, которая закрывает свечи, и вам ничего не видно. Но здесь, во-первых, этого и не нужно, потому что подсветки-то нет. А во-вторых, казалось бы, такой простой ход, и он опять же выделяет эту клавиатуру среди многих других. Вот так вот это и получается. Клавиатура сделана из пластика, и верхняя часть, и нижняя. Это матовый пластик, который довольно практичный, на нем не остается отпечатков, он практически не царапается, он, во-первых, красиво смотрится, особенно вот здесь, надпись Cherry очень прикольная. Вот, и она сделана хорошо, действительно. Вот тут я обычно вот так делаю с клавиатурами Bloody. Тут просто, пластик гнется, да, то есть тут нет такого, чтобы она скрипела, она реально хорошо сделана. То есть вы, когда вот так делаете, вы понимаете, что собрано хорошо. И это реально круто. Еще хороший признак того, что клавиатура действительно хороша в сборке, это то, что здесь есть классные резиночки, да, и они сделаны интересно. То есть тут реально офигенная резинка, что здесь, классно сделано, и когда вы просто берете ее в руки, вы сразу понимаете, что тут все будет окей. Вот клавиатура действительно хорошая. Дальше. Интересно то, что это клавиатура с клавишами среднего профиля, то есть обычно у механической клавиатуры клавиши чуть-чуть выше. Есть клавиатуры вообще низкопрофильные, или там как раз разрабатываются низкопрофильные клавиатуры, но сейчас средний профиль — это очень большая редкость, и я вам скажу, что многим это реально нравится, и многие такое ищут. Поэтому это была одна из причин, почему я заказал именно эту клавиатуру, потому что довольно интересно было попробовать поиграть на среднем профиле. И я вам скажу, что мне очень понравилось. Черные свечи, которые стоят здесь, они достаточно
упругие, потому что сила нажатия у них где-то 60 грамм, и все остальное, в принципе, стандартно. Это 4 мм до упора, 2 мм до срабатывания, но когда вы играете вот на клавишах, которые чуть-чуть ниже, получается, что срабатывание происходит немножечко раньше, потому что вы привыкли к большому ходу, а теперь он чуть-чуть меньше, из-за того, что клавиши просто меньше. И поэтому вот так и получается. То есть вы играете, все нормально, вам нужно обычно больше силы для того, чтобы нажать клавишу, но за счет того, что они мельче, то сила нивелируется, и получается, что срабатывает все и быстро, и не так много силы нужно прикладывать. Короче, я очень сумбурно объяснил, но как еще в видео я вам это покажу. Как я нажимаю на кнопки, но вы же ничего не поймете. Поэтому вот мои ощущения, они такие от этой клавиатуры. Провод расположен необычно, он не по центру, а выходит вот с боковой части клавиатуры. И на самом деле это мелочь, которая тоже очень сильно влияет на удобство, потому что обычно, когда провод выходит из центра клавиатуры, он и проходит вот так по центру, да, и частенько это мешает. Здесь, смотрите, провод, я могу его просто вот так в бок увести, и он вообще не мешает ничему. То есть это классно, это просто, но классно. И вот здесь люди подумали, решили, что так будет удобнее, и это сработало. Провод без оплетки, но он довольно тонкий, довольно мягкий. Конечно, не эталон мягкости, тем не менее. В общем, он вообще не мешает, он тоненький и где-то там прячется. Вот тут вообще отличный провод. Подсветки здесь нет, но какие-то клавиши должны светиться, потому что они означают, что они активированы. Например, Caps Lock, вот если вы нажмете, то он будет светиться. Или вот Scroll Lock, он тоже светится. В принципе, это все, что здесь светится, вот эти две кнопки, но сразу понятно, что они работают. Еще из дополнительных функций, конечно же, кнопка FN здесь присутствует. Вы можете нажать ее, плюс вот эту кнопочку с вишенкой, то есть F9, и тогда кнопка Windows не будет работать. Если вы нажмете еще раз, то она, естественно, работает. Ну и тут и остальное все обычное, например, вот это управление мультимедиа, вот это вызвать калькулятор, это вызвать браузер, и в принципе все. Я уже в начале видео говорил, что эта клавиатура без подсветки, но если вам подсветка все-таки нужна, то вы можете без проблем ее купить с подсветкой. Есть либо просто с белой вот такой вот, да, очень яркой, либо есть с RGB. Естественно, все это в цене меняется, ссылки будут в описании. Почему ее стоит купить? Наверное, несколько причин, потому что это довольно эксклюзивный вариант, ведь у нас такое просто не продается, поэтому, когда вы скажете своим друзьям, у меня клавиатура Cherry, они такие, на Cherry? Ты такой, нет, братан, Cherry. Это, есть такой момент. Дальше, клавиатура с клавишами среднего профиля, это тоже интересно, потому что такого у нас, наверное, найти нельзя тоже. Следующее, это просто качественная клавиатура, вот действительно, и удобная. Конечно, если вы зайдете там на какой-то прайс-агрегатор, на e-каталог, например, да, заходим и показываем, что ищем клавиатуру, игровую, механическую и так далее, то можно найти из конкурентов, например, HyperX. Вот, да, есть такая LFPS Pro, у нее красная подсветка, что уже как бы в плюс. Да, у нее тоже свечи Cherry, она тоже TKL, у нее тоже провод, кстати, сбоку, и к тому же еще отсоединяется, но как бы это обыденность в нашей стране, понимаете? То есть это не так эксклюзивно, и можно даже за $100 купить и обычную клавиатуру, вот именно полноразмерную LFPS, да, но все остальное будет не на Cherry, все остальное будет какой-то Китай. Вбиваем 2800, и получается, что на Cherry у нас есть только HyperX из нормального, да. Тут вижу какую-то клавиатуру Razer, но это, скорее всего, не на Cherry, а на Каилах, и, в принципе, и все. То есть на Cherry вы ничего такого не найдете, будет какой-то дешманский шлак. Вот, а Cherry это, извините меня, все-таки Cherry. Тут не попрешь против фактов. Так что вот так. В общем, друзья, клава классная. Реально, мне она очень нравится, я ей пользовался много, и я хочу подарить ее кому-то из вас. Действительно. Все очень просто. Для того, чтобы вам поучаствовать в розыгрыше этой клавиатуры, нужно поставить лайк этому видео, быть подписанным на этот канал и оставить рандомный комментарий под этим видео. Например, хочу клавиатуру или просто что вы о ней думаете. Также в описании к этому видео будет форма специальная, чтобы вы заполнили свои данные. И из этой формы я рандомно выберу победителя, наверное, через неделю. После того, как выйдет это видео, потому что я точно не знаю, когда оно выйдет. Потому что я буду в отпуске в этот момент, я приезжаю из отпуска, разыгрываю клавиатуру у себя на стриме. Потом вы еще и можете вопросы там всякие задать. Вот так. Клавиатура классная,
мне нравится. Я вижу смысл покупать ее из Китая, потому что это реальный эксклюзив. Для тех, кто любит такое, им понравится. Не хотите? Пожалуйста, у нас есть куча всего за эти деньги, которые вы можете тоже купить. Всем пока, спасибо за внимание. Пишите, участвуйте в конкурсе. Всем спасибо. Good luck!